Привет, друзья! Вы на канале Яхты на колесах, а мы в Москве на проспекте Мира 150. И сегодня у нас обзор на новый Hummer BMCT 550. Сразу о нескольких преимуществах. BMCT 550 это короткая достаточно машина, длина менее 7 метров, то есть он достаточно просторный внутри, но при этом компактный снаружи, и на нем удобно разворачиваться в городе и вообще в каких-то маленьких европейских городах себя комфортно чувствовать. У нас White Line серия здесь сейчас, то есть у нас уже сразу идет в комплекте, в базе, по базовой цене, например, вот маркиза. И давайте сразу по традиции внутрь. В первую очередь Hummer это, конечно, Mercedes-Benz Sprinter шасси у нас. Давайте быстро пробежимся по основным фишкам, то, за что, собственно говоря, люди выбирают Mercedes. Это за вот эту кабину и за все эти интерфейсы, если вдруг кто забыл. Конечно, у нас есть здесь камера заднего вида, я сейчас здесь вижу прицеп в нее. Также у нас есть управление сенсорной панелькой, мы можем пролистывать меню. То есть у нас, конечно, сенсорный экран, но также мы можем это делать прямо с руля. Управлять сенсором. Например, вот зайти в навигацию, нажать. Видим гостиницу «Космос» в 3D-визуализации. Нажать кнопку «Домой» и вернуться назад. Естественно, здесь регулировка громкостью и ответ, сбросить телефон и так далее. Конечно, есть голосовой помощник. Привет, Мерседес. Слушаю вас. С помощью голосового помощника мы можем управлять также всеми функциями и всем мультимедиа. На левой части руля у нас расположено управление адаптивным круиз-контролем, то есть мы можем задать расстояние, которое хотим держать до впереди едущего транспорта, и он будет сам удерживать это расстояние, плюс есть удержание полосы. Мы часто называем это автопилотом, давайте будем честны, это, конечно, не прям автопилот, но некое подобие его, как минимум на трассе, а чаще на автодомах мы едем по трассе на дальнее расстояние, это сильно облегчает, тут правда из личного опыта говорю, ты ставишь удержание полосы, адаптивный круиз-контроль, и в таком типа слегка коматозном состоянии едешь, контролируешь дорогу, но машина делает большую часть работы за тебя, и это сильно экономит силы и энергию на большом расстоянии. Коробка, как у всех Мерседесов последних лет, у нас переключается на руле, она, естественно, автоматическая, и у нас есть подрулевые лепестки для дополнительной регулировки скоростей управления коробкой. Конечно, у нас будет здесь не просто кондиционер, а климат-контроль. Ниже разместилась вот такая элегантная панелька, а чуть левее кнопки для того, чтобы, например, сложить ступеньку. Естественно, у нас старт-стоп система и запуск с кнопки двигателя. Кресла Mercedes, конечно, тоже отличаются комфортом. Подлокотники регулируются без каких-либо дополнительных движений, что-то крутить. Мы просто поднимаем их, и они фиксируются в нужном положении. Также есть такая поддержка, что очень помогает в дальней дороге. То есть мы можем выдвинуть, у нас ноги лучше опираются. То же самое есть и на водительском кресле. Как вы видите, кресло у меня при этом повернулось в сторону жилого пространства, а значит, у нас оппозитная столовая группа. Салон у нас кожаный, автомобиль рассчитан на 4 путешественников, то есть 2 человека едут впереди, в кабине, и 2 ремня безопасности здесь есть в столовой группе. Столовая группа компактная, но она и рассчитана на 4 человек, 2 спит человека на опускаемой кровати и 2 в основной спальне. Чтобы вам не мешал свет, кабины, естественно, закрываются шторками, но мы это с вами встречаем в целом часто. Шторки такие бумажные, фольгированные, полный блэкаут. И, соответственно, у нас есть еще такие же шторки на боковых окнах, но это не все. Чтобы вам было более уютно и по-домашнему, у нас есть еще вот такая штора, которая полностью по карнизу задвигает всю кабину. И, во-первых, визуально делает более эстетичным вид, то есть вы не видите вот эти все шторки. А во-вторых, в зимнее время это, как ни крути, а дополнительное утепление. То есть у вас есть такой небольшой бутерброд из-за того, что у вас меньше из кабины идет холода в салон. Мы часто это обсуждаем. Тут, конечно, нет какой-то отдельной стенки, но такая шторка — это тоже приятный бонус. Дверь у нас, разумеется, с москитной сеткой, шторкой на окошко. И, конечно, есть у нас мусорное ведро, оно не снимается с двери. И есть еще дополнительный замок, мы его чуть позже посмотрим с улицы. При входе у нас расположилась панель управления всеми системами жизнеобеспечения дома. То есть здесь мы можем посмотреть заряды аккумуляторов, сколько чистой грязной воды. Кстати, бак с чистой водой 180 литров. Рядом мы видим пульт управления печкой Трума. 6 киловатт мощность печки, и она же у нас комби обогревает воду. А выше мы видим блок iNet Ready Box, который позволяет нам управлять печкой дистанционно с помощью телефона, что достаточно удобно и важно, когда у нас зима, а мы идем к дому. Ниже расположился телевизор, и благодаря вот такому вертикальному расположению у нас помещается достаточно большая диагональ, около 35 дюймов.
Кровать опускаемая у нас над столовой группой, разумеется, она электрическая, потому что это Hummer, и как может быть иначе. Опускается она, как вы можете видеть, достаточно быстро, есть два спота, в остальном все достаточно стандартно. Есть также выключатель, которым мы можем выключить свет, подсветку по полу во всем автодоме прямо с верхней кровати. Механизмы очень уверенные, и движется она так монументально и очень приятно. Для меня всегда загадка, для чего нужен вот этот ключик. Ну, то есть он нужен для того, чтобы запереть кровать. Я его вынимаю, повернул, все. Кнопки не работают, кровать опустить нельзя. Но откуда пошла эта традиция? Возможно, вы знаете. Напишите в комментариях. Я правда не знаю и хочу услышать от вас ответ на этот вопрос. И самое главное, какое практическое этому применение? Ну, то есть, чтобы кто-то случайно без вашего разрешения не поспал на кровати. Под сиденьем в столовой группе, кстати, есть еще небольшой ящик, максимальная нагрузка 15 килограмм. Ну и самое главное, что есть в этом автодоме, SLC шасси. То есть у нас есть двойной пол. И это мало того, что дополнительное тепло, это практично, так это еще и удобно. То есть у нас доступ к аккумуляторам, нам не надо поднимать никакие сидушки, ничего. Они вот расположились здесь. Мы легко получаем доступ к аккумуляторам и много всякого свободного места. И все это очень просторно. Дальше в маленьком лючке у нас идет... У нас в маленьком лючке идут предохранители, то есть вся электрификация. Мы просто подняли быстренько лючок, что-то сделали, заменили и так далее. Дальше просто у нас место для хранения каких-то вещей. Все это, естественно, теплое, отапливаемое и так далее. И, наконец, в последнем лючке у нас доступ к баку с чистой и с серой водой. Как уже говорил ранее, чистая вода, 180 литров запас воды. Кухня. Холодильник Тедфорд. Все стандартно. Автоматически переключается газ, электричество 220 и 12 вольт. Также у нас вот на кухне, хочу обратить внимание, прикольные крючочки, чтобы что-нибудь повесить на таком рейлинге скрытом. Плита Dometic, 3 огня. И у нас, где тут у нас? Вот, да, электроподжиг. В остальном все, в принципе, стандартно. Вот такая слегка как бы Г-образная обтекаемая кухня. Впереди у нас есть мойка и ниже ящички. Ящики у нас достаточно просторные, но максимальная нагрузка 15 килограмм, поэтому не перегружайте их. Кстати, светодиодная подсветка мало того, что подсвечивает классно фасад, еще и светит внутрь ящика, когда мы его открываем. Нижний ящик аналогичный, но только здесь у нас на стенке зафиксировано небольшое мусорное ведро для кухни. И это на самом деле важно, что оно зафиксировано, потому что в дороге оно не будет у нас никуда болтаться. Фиксаторы на ящиках сделаны под ручкой. Верхний ящик у нас для вилок, ложек. Ниже просто еще два ящика на 15 килограмм. Хочу обратить внимание, все ящики с доводчиками. Каждый сантиметр пространства использован как-то эффективно. В ступеньке у нас есть небольшое место для хранения. И выше еще небольшой шкафчик, кстати говоря, с подсветкой. То есть, когда дверь открываем, у нас автоматически включается свет. Рядом с холодильником далее у нас основной гардероб, палка, и вот как бы ширину видите визуально сами. Внизу просто полочки, также есть освещение. Ну и с противоположной стороны душ с туалетом. Душ с туалетом у нас комбинированный, и это единственное возможное решение, потому что, как я уже сказал в начале, машина достаточно короткая и маленькая, но при этом именно благодаря объединению в целом это достаточно просторное пространство. У нас есть вот здесь небольшой над туалетом шкафчик, резиночками все фиксируется. Шкафчик есть второй, здесь также есть фиксация резиночками. И также здесь у нас есть розетка 220 вольт и выключатель, который включает помпу. И это классно, что он сделан в туалете, потому что часто он находится рядом с пультом управления самим домом, и мы случайно там включили помпу, не поняли это в туалете, что у нас не течет вода и так далее, и помпа, допустим, сгорела, потому что не было воды. Здесь такая ситуация, как бы ее проще избежать, потому что мы как бы рядом все это делаем, из кухни и из туалета удобно добраться к этому выключателю. Но здесь я сижу сейчас, биотуалет Тедфорд, а напротив меня душевая кабина. Спальня основная разграничивается с общим жилым пространством вот такой небольшой шторкой. Здесь тоже у нас в комплекте есть подушечки. В остальном по кровати все стандартно. То есть у нас два человека ложится поперек машины, и то есть мы спим, допустим, головой к окну. Это можно было бы назвать изголовьем, но нет, получается это у нас сбоку. Здесь у нас есть выключатель, какой-то кармашек небольшой, два USB, розетка 220 вольт и, собственно говоря, светодиодная вот подсветка фоновая и два ночника, получается, в ногах и в изголовье. Также есть небольшие крючки и как вешалка, открытый гардероб, чтобы что-то повесить прямо здесь, около кровати. Дверь у нас, конечно, оборудована москитной сеткой и есть окошко, на окошке шторка, чтобы вам не светил свет в глаза, если вдруг вы спите днем. На двери есть мусорное ведро. Оно достаточно плотно фиксируется, нужно приложить небольшое усилие. И пластик мягкий, так что вряд ли он будет издавать какие-то шумы, и благодаря плотной фиксации будет хорошо держаться на двери. Стоит дополнительный замок, это тоже White Line, вот эта вся история. У нас есть всякие дополнительные плюшки, то есть вы можете запирать дверь просто на вот этот замок и не пользоваться, допустим, этим замком. Двигаемся дальше.
Далее по правому борту кассета биотуалета Тедфорд. Такая вот у нас длинная кассета, потому что далеко стоит сам туалетный модуль. Рядом подключение к сети кемпинга 220 вольт. Ну и, наконец, багажник. Хочу обратить внимание, что вес 450 килограмм, и это много, особенно для маленькой машины. То есть багажник достаточно объемный, и большой вес можно положить. На двери есть стандартная хьюмеровская вот эта вот сеточка, в которую можно что-то зафиксировать. Еще хочу обратить внимание, что на полочках есть антискользящее покрытие, то есть какие-то мелочи, возможно, будут лучше задерживаться, или там поставить какие-то коробки, лотки. Две розетки 220 вольт. Это достаточно популярная тема сейчас в автодомах, в багажниках. Казалось бы, зачем здесь розетки? А за тем, что у многих есть электросамокаты, электровелосипеды, моноколеса какие-то и так далее. И чтобы это все не украли, когда вы остановились в кемпинге, вы кладете это все в багажник, подключаете к розетке и заряжаете прямо внутри. Удобно. По периметру сделаны вот такие колечки для фиксации груза во время движения. Никакого доступа в салон здесь нету, потому что у нас есть мини-шкафчик внутри, мы его с вами видели. Ну, то есть, по-другому просто организовано пространство. В принципе, наверное, тут и нет необходимости, потому что даже если бы это было окошко, оно было бы весьма маленькое, а багажник у нас большой и так закомпонован. Ну, и, конечно, багажник у нас сквозной, то есть положить груз вы можете, вне зависимости от того, как вы встали, с любой стороны от автомобиля. Давайте чуть-чуть вернемся назад во времени и вспомним тот момент, когда я сказал, что машина рассчитана на 4 путешественников. И это не совсем правда. Точнее, это действительно так. В базе машина рассчитана на 4, но это есть такой вот 4 плюс 1. И плюс 1, оно заключается в том, что вы можете, если очень надо, заказать опционально, чтобы у вас было вот такое кресло. Оно устанавливается в боковой диванчик, и у вас есть 5-й ремень, вы можете ехать 5-й человек, и он даже может спать. Опускается стол, также в столовой группе, как мы часто это видим, и получается такое, ну, как бы дополнительное спальное место. Оно, конечно, в любом случае гостевое, такое временное, но вот это плюс 1. Все дверки, кстати, сделаны из металла, как и сам корпус. За первым лючком по левому стороне борта у нас 2 баллона по 11 килограмм, и далее есть еще небольшая дверка, это то, о чем я говорил, то есть отсюда у нас есть доступ в тот средний лючок в двойном полу, то есть мы можем положить что-то отсюда, забрать оттуда и так далее. Hummer BMCT 550 мы сегодня с вами посмотрели. Напоминаю, White Line серия, стоит маркиза, дополнительный замок. В целом Mercedes-Benz Sprinter и все помощники, связанные с этим. SLC шасси и двойной пол, что делает машину более теплой. Машина компактная, удобная и комфортная. Это канал Яхты на колесах. Меня зовут Антон. Подписывайтесь на канал, нажимайте на подсказку, не пропускайте финальную шапку. Там у нас связанные по теме ролики. До новых встреч. Пока.